Армения ждет. Израиль может рассорить Азербайджан с Турцией. До войны в Газе между Израилем и террористической организацией «Хамас» Азербайджану удавалось поддерживать, если не союзнические, то очень тесные партнерские отношения с Израилем, включая нефтяную и оборонную сферу, и одновременно оставаться ближайшим другом и союзником Турции. И не только это. Азербайджан одно время выступал в роли посредника в процессе нормализации отношений между Турцией и Израилем с перспективой даже преобразовать эти отношения в трехстороннее сотрудничество. Но ухудшение отношений между Турцией и Израилем из-за войны в Газе создает определенные неудобства для внешней политики Азербайджана. Поэтому складывается ощущение того, что Баку может оказаться перед выбором между Турцией и Израилем. Ситуация неоднозначная и противоречивая. С одной стороны, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган мечет молнии в адрес Израиля и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его действия в секторе Газа, заявляет даже об угрозе вторгнуться в Израиль. «Мы вошли в Карабах, вошли в Ливию. Мы сделаем с ними то же самое», говорит турецкий лидер, имея в виду израильтян. «Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги». С другой стороны, израильская сторона продолжает импортировать свыше 60% нефти из Азербайджана через Турцию. Кроме того, самый короткий и дешевый маршрут доставки израильского природного газа в Европу проходит через Турцию. В принципе, Анкара могла бы затруднить этот поток, но не идет на это. Правда, Минторг Турции объявил о введении ограничений на экспорт в еврейское государство 54 позиций промышленных товаров до окончания боевых действий в Газе, однако насколько эффективными являются эти запреты, сказать трудно. Более того, по мнению турецких экспертов, Эрдоган не намерен воевать с Израилем, но проблемы в треугольнике Азербайджан-Турция-Израиль существуют. Азербайджан пока балансирует, но, по мнению израильского издания «Едиот Ахронот», долгосрочный характер ближневосточных потрясений будет все же ставить Азербайджан перед выбором. Кстати, такого хода событий ждут в Ереване, где рассчитывают воспользоваться в своих интересах быстро меняющимся геополитическим раскладом на Ближнем Востоке и в Закавказье, воспользоваться противоречиями в треугольнике Азербайджан-Турция-Израиль, предлагая альтернативный тандемный вариант переговоров с Азербайджаном и с Турцией в новом формате Армения-Франция-США. Ставка делается на то, что возможное несогласие Баку с позицией Анкары в отношении Тель-Авива, которого в публичном пространстве пока нет, но с большей вероятностью может появиться. Это должно убедить Анкару подписать отдельный договор об открытии границ с Арменией без привязки к мирному договору с Азербайджаном и к так называемому Зангезурскому коридору. При этом не исключается, что Анкара и Баку могут вляпаться в большой конфликт на Ближнем Востоке, если будут продолжать координировать свои позиции и действия относительно разворачивающихся в регионе событий. Но даже если они обозначат диаметрально противоположные намерения в отношении палестино-израильской проблемы, Ереван тоже видит в этом свою выгоду. Я уверен, что вести такую тонкую игру может только опытная дипломатия с хорошо подготовленными кадрами, чем Ереван располагает как своей дипломатией, так и в лице дипломатии своих западных союзников. К тому же возможности, получаемые Азербайджаном от союзничества с Турцией, слишком значимы для сохранения его геополитической устойчивости, и у него есть шансы и ресурсы для удержания баланса в сложном геополитическом шпагате. От себя добавлю такой момент. Многие говорят, что после заморозки отношений с ОДКБ Армения должна была выйти из этой организации. Но знаете ли вы, почему Пашинян не выходит полностью из ОДКБ? Дело в том, что существует высокая вероятность того, что после выхода Армении из ОДКБ на ее место примут Азербайджан, которого уже официально и легально будут вооружать против Армении. Об этом говорят представители армянских спецслужб. Именно поэтому Пашинян заморозил участие Армении в ОДКБ. С одной стороны, чтобы не поддерживать с ними отношения, а с другой, чтобы не дать Азербайджану шанс вступить в организацию, где Россия и другие страны-участницы с большой вероятностью начнут открыто его вооружать и поддерживать. Это своего рода сдерживающий фактор.
Южный Кавказ, исторически находившийся на пересечении культурных и важнейших торговых путей, сегодня стоит на важном перекрестке. Об этом министр иностранных дел Армении упомянул в своем обращении накануне конференции «Ереванский диалог», которая пройдет 9-11 сентября. Мир стремительно меняется на наших глазах. Меняющаяся картина глобальных отношений, распад международного права, кризис многосторонней системы создают серьезные проблемы. Демократия сталкивается с трудностями. Снижение сотрудничества в области мира и безопасности угрожает подорвать основы глобального порядка. Гибридные угрозы и изменения климата влияют на повседневную жизнь людей во многих уголках мира. В то же время мы являемся свидетелями поиска лучшей взаимосвязи между Азией и Европой и строительства новых дорог, а также значительного технологического прогресса в области цифровизации и инноваций, сказал Арарат Мирзоян. Он подчеркнул, что все изменения показывают, что прочные, основанные на ценностях партнерства с единомышленниками, важны как никогда. Наш регион, Южный Кавказ, исторически находившийся на пересечении культурных и важнейших торговых путей, сегодня стоит на важном перекрестке. Он столкнулся с огромными потрясениями, включая события, которые сильно повлияли на жизнь людей и общее экономическое развитие региона, его настоящее и будущее. Сейчас мы находимся на историческом перепутье, и у нас есть реальная возможность сделать правильный выбор и встать на правильный путь к более мирному, безопасному и благоустроенному будущему, сказал он. Министр иностранных дел посчитал диалог и открытые дискуссии важной предпосылкой и уникальным способом заполнить вакуум. По его словам, проводимый впервые ереванский диалог станет важной платформой для озвучивания целевых вопросов, различных мнений и совместимых ответов, поиска устойчивых решений. С этой целью были приглашены лидеры и эксперты в области дипломатии, политики, бизнеса, науки и культуры из более чем 80 стран и организаций. Мирзоян добавил, что они ждут активного участия и вклада каждого с целью решения актуальных проблем сегодняшнего дня. Будущее строим сегодня. Из последних новостей. Путин посетил Баку и пробудет там 2 дня. На мой взгляд, основной темой переговоров Алиева и Путина станут новые провокации в отношении Армении. Посмотрим, что будет дальше. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.